Кету в Накшатре Муле и прошлая жизнь. 19-я Накшатра Мула расположена в знаке Стрелец. Планетарный владыка Кету, главенствующие божества Нирити и Кали, символы Накшатры, корень, связка корней, стрекала. Богиня Нирити приносит новое творение после разрушения. Она описывается как обладающая золотыми локонами, темная и связанная с подземным миром. Божество Кали – это свирепая форма Парвати. Противоположность Мулы является Накшатра Адра, в которой божеством является Рудра, свирепая форма Шивы. Кали соединена с черной дырой, которая управляет центром Млечного Пути. До сих пор мы ничего не знаем о том, что находится внутри черной дыры. Никто не был рядом с ней, внутри нее. Человек с Накшатрой Мулы также загадочен, как черная дыра. Он довольно непредсказуем, окружен хаотичной энергией. Свет не покидает черную дыру и имеет тенденцию поглощать все вокруг себя. По этой причине человек должен перенаправить свою энергию в позитивное духовное русло, потому что он увидит, как быстро он начинает засасывать энергию других людей к себе, и другие с удовольствием погружаются в его духовную яму. Он может быть довольно интенсивным, когда другие могут почувствовать, как он высасывает их энергию. Черная дыра сокрушает все, что приближается к ней. Поэтому человек также любит крушить вещи. Мула означает корень. Это корень всей судьбы человека. Это корень его скрытых энергий, которые он накопил в течение долгого периода времени. Так как каждое действие, которое делает, которое совершает, это семя, которое человек сажает. В данной жизни эти корни проросли, выросли и превратились в прекрасный сад или непроходящие джунгли. Это маршрут человека в данном воплощении. С Мулой начинается путешествие человека к одухотворенности, через которое ему предстоит пройти в этой жизни. Мула – начальная точка этого пути, которая называется корневой чакрой. Это корень вещей, наполненный духовной и кармической энергией. В ведической системе это называется прарабдхой кармой, которая является судьбой человека. В данной чакре происходит раскрытие судьбы либо благословения, либо проклятия. Муладхара чакра – это 6-й дом гороскопа. В теле человека чакра находится в районе области бедер. Крестец и копчик имеют некоторое сходство с Ганешей. Ганеша должен быть умиротворен. Он первый охранник, которого человек освобождает для устранения препятствий. Именно в этой области у человека происходит сильное пробуждение кундалини, потому что там спит его змея, чтобы проснуться и начать двигаться вверх по позвоночнику. 4 лепестка Муладхары чакры представляют собой Дхарму, Артху, Каму и Мокшу. 4 цели в жизни человека. Силу корня человека олицетворяет Мула Трикона или Троица, состоящая из Солнца, души человека, Юпитера, духа человека и Марса, физического тела человека. Данный храм пирамиды – корневая основа Мулы. Другой символ Накшатры – стрекала. Слона погоняют стрекалом, острым предметом с крючком на одной стороне. Стрекала вонзается в ухо слона, когда он не слушается и направляет на правильный путь. Также и Бог контролирует и направляет человека, и если он идет по неправедному пути в жизни, происходят болезненные и трансформирующиеся события. Кету хранит все человеческие кармические паттерны. Кету – это микроскоп, это ключ к наследию человека. Мула связана с очень древними цивилизациями, такими как Атлантида. В прошлой жизни человек мог жить или посещать регионы, где есть вулканы, горячие источники, места, где корни земли, где расположен энергетический сдвиг, где происходит энергетическая трансформация, древние храмы, которые находятся в руинах, в пещерах, где есть нетронутая природная среда. В человеке заложены древние знания, поэтому в этой жизни у него есть импульс пойти внутрь себя, чтобы пробудить что-то внутри. Человеку очень хорошо заниматься медитацией. Он может, как оракул, раскрывать знания бытия и быть королем такого рода знаний, так как на него может воздействовать старая цивилизация, и человек может быть связан с определенным гуру из прошлого на психических планах. Он может встретить его во снах, и в сновидениях он будет вести его. Древние учителя очень специфические, не такие, как в эти времена. Они связаны с Праджапати, с изначальным божеством и владыкой потомства на земле. Поэтому в этой жизни человек не сможет принять обычного гуру. Он будет или против, или противостоять ему. В доме человека может храниться древняя духовная или старинная магическая книга. В прошлой жизни все желания человека были в завязанном пучке корней, плоды его кармы, и они должны были высвободиться, чтобы направить его на духовный путь реализации к Богу или к самореализации.
Человек погружался в материальные наслаждения, следуя своим естественным склонностям или природным чертам или импульсам, которые приходили, мог становиться агрессивным, эгоистичным, бродягой по жизни, и это приносило много боли и страданий. Но когда он понял, что нужно иметь баланс между духовными аспектами и материальными желаниями, то ему открылась суть Ганеши. Это баланс между четырьмя целями – дхармой, артхой, камой и мокшей. Человек с накшатрой мула является воплощением своих корней, своего прошлого, своих предков. Человек любил копаться в прошлом, включая свою родословную. Человек также понимал, что ему необходимо разрушить свои самскары, свои отношения, привязанности в своей жизни, которые мешают его собственному особому рождению и возможности реализовать отношения с Богом. Ему приходило сознание, что у него есть целая большая семья во Вселенной. Идея разрушения привязанности происходит из понимания человеком, что глубоко внутри есть что-то, что на самом деле всегда там, и он проходит через такой опыт. Разрушение на самом деле может произойти на ментальном уровне, но также корни могли бы быть полностью вырваны. Человек имел такую тенденцию переворачивать свою жизнь с корнем, даже если в отношениях, в карьере, по идее, все было хорошо. Человек просто полностью, как бульдозером, расчищал все, чтобы проложить дорогу для чего-то нового. У человека могла бы быть тенденция обвинить других или окружающую среду, но суть в том, что мула имеет очень сильное кармическое очищение, которое происходит из подсознания. Именно в подсознании у человека происходит поиск разрешения глубоких, укореневшихся страхов, фобий, тревог, управления гневом, что происходит через то, что подсознание помогает убрать многие из них, что в конечном итоге человек получает пользу. У человека достаточно энергии, которая действительно может быть достаточно разрушительной на самом деле. В прошлом человек мог встретить женщину, которая разрушила его жизнь, но это было скрытое, замаскированное благословение для него, так как после произошел духовный рост и обновление у человека. Человек в прошлом мог накладывать заклинания или снимать их, также мог быть экзорцистом изгоняющих духов или поклоняться богине Кали, заниматься изготовлением талисманов и заряжать их благостной энергией, таких как лула, которые заплетали в косу, или красная нить. При рождении человеку давали защитный амулет на черной нити, монету с отверстием. Отверстие – это центр галактики, черная нить – это пароль. Если в доме у человека появлялись трещины в стене, это означало, что у него были проблемы с энергией. В прошлой жизни человек испытал много трансформаций и полностью преобразился, что привело к духовности или самореализации. Могло произойти кармическое очищение, и человек приобрел много мудрости в прошлой жизни для следования по праведному пути. Животное мулы – собака. Она может любить до такой степени, что отдаст за вас свою жизнь. Или может укусить и растерзать, если кто-то переступит ее территорию. Собака всегда хочет быть со своим хозяином и чувствует себя брошенной, когда человек покидает ее. Одним из лучших средств для человека иметь в своей жизни собаку. Профессии: аудитор, юрист, детектив, астролог, ученый, исследователь, археолог, биолог, психиатр, регрессолог. Человек может заниматься трансцендентальной медициной или состоять в древнем культе. 4 пады мулы. Овен. У человека могут быть проблемы с эго, поэтому нужно поддерживать баланс и гармонию в жизни, так как он может быть очень эгоцентричным. Телец. Человек может быть оторван от семьи или могут быть какие-то проблемы в семье. Человеку может быть все равно по поводу денег, финансов, или он не сможет сосредоточиться на этом из-за различных обязанностей, которые будут занимать его ум. Необходимо научиться контролировать свой гнев, чтобы не задевать чувства или эмоции других людей. Близнецы. В гневе человек может просто выбросить вещи, разорвать отношения. Поэтому человек должен стать зрелым, отпустить свое детское поведение. Нужно научиться мудрости в этой жизни. Рак. Хорошее расположение. Человек должен думать позитивно. Он может испытать в жизни настоящую любовь. Человек в жизни будет практичным, только надо не переусердствовать с эмоциями и держать баланс.